До сих пор у Audi не было прямого конкурента для Mercedes GLS и BMW X7. С появлением Audi Q9 это меняется. Перед вами полная презентация моделей. Экстерьер, интерьер, технологии, силовые установки и разные версии. Автомобиль перед нами SQ9. Спортивный флагман линейки. Мы также покажем обычный Q9 в комплектации Advanced, в другом цвете и с иным оформлением салона. А теперь начинаем вместе с Томасом на канале Авточувство. В 4К на весь экран и в полную длину. Начинаем с передней части SQ9. У версии S-Line похожая сотовая структура решетки радиатора, а здесь она еще и подсвечивается. Выглядит довольно эффектно. S-модель также получает собственные вставки и шильдики S. Да, шильдики вернулись. Поклонники Audi за них боролись. Далее подсвечены кольца Audi. Это особенность североамериканского рынка, где такая подсветка разрешена. В Европе кольца такого размера подсвечивать нельзя, хотя кольца поменьше были бы допустимы. Порой требования регуляторов бывают довольно странными. Но в Audi решили, что столь крупному автомобилю нужны и крупные кольца. Да, вот такая история. Перед нами автомобили североамериканской спецификации. Хотя сам Q9 будет продаваться на многих рынках мира. Однако SQ9 в первую очередь ориентирован именно на Северную Америку. Узнать такую спецификацию можно и по боковым катафотам. Основной блок фар Digital Matrix LED. Сверху расположен каскадный динамический указатель поворота, а ниже сама фара Digital Matrix LED. С этой системой динамический указатель поворота также проецируется на дорогу. Позже рядом со вторым автомобилем я приглушу свет студии, чтобы эффект был виден еще лучше. Функция выглядит впечатляющей и при этом может повысить безопасность. Длина автомобиля составляет 5,31 метра. Это на 10 сантиметров больше, чем у Mercedes GLS, и на 13 сантиметров больше, чем у BMW X7. Колесная база длиной 3,14 метра на целых 14 сантиметров превосходит Q7. Это самая длинная колесная база среди всех моделей Audi. Доступны колеса диаметром от 20 до 23 дюймов. И эти 23-дюймовые диски действительно огромные. Плавающие центральные колпачки удерживают кольца Audi в вертикальном положении. Такая деталь всегда смотрится довольно эффектно. Маркировка шин подтверждает размер R23. Это самые крупные доступные колеса. Пневмоподвеска входит в стандартное оснащение Q9. На SQ9 задние колеса могут поворачиваться на угол до 9 градусов, в сторону противоположную передним. Кузов очень вертикальный, и даже рейлинги на крыше выглядят массивно. При этом с точки зрения дизайна пропорции получились вполне удачными. Возможно, я сделал бы эту часть немного изящней. Но, пожалуй, это моя единственная претензия. SQ9 также получает настоящий шильдик S, подсвеченные кольца и контрастные элементы в стиле S. Доступен и черный пакет, хотя на S-модели мне больше нравится именно контрастное оформление. С опциональными задними фонарями OLED датчик приближения предупреждает, если вы подходите слишком близко. Стоит объяснить иерархию светотехники. Базовый вариант Matrix LED, который на большинстве рынков входит в стандартное оснащение. Спереди опционально доступны Digital Matrix LED, а сзади фонари OLED, которые далеко заходят на боковины кузова. При заказе полного набора топовой светотехники вы также получаете проекцию указателей поворота на дорогу. Выхлопная система приятно радует честностью. В нижней части бампера видны 4 настоящих патрубка. 1, 2, 3, 4, хотя на секунду я перепутал их с допустимой массой прицепов 3,5 тонны. Конечно же, выхлопных труб 4, прошу прощения. Скоро мы послушаем двигатель и сравним его с 2,9-литровым V6 обычного Q9. Уже могу сказать, что V6 звучит любопытно. А теперь заглянем под капот. Этот цвет кузова называется Daytona Grey. А второй автомобиль сегодня окрашен в темно-синий. Под капотом установлен 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Он развивает 590 лошадиных сил, а заявленное время разгона составляет 3,9 секунды.
Все версии Q9, как и недавно представленный Q7, оснащаются полным приводом с акцентом на заднюю ось и дифференциалом Торсон. SQ9 дополнительно получает задний спортивный дифференциал, который улучшает сцепление и ускорение на выходе из поворотов. Вентилятор, который вы видите, относится к внешнему зарядному устройству. Кабель под автомобилем поддерживает заряд аккумулятора в студии, пока светотехника и остальные системы работают на протяжении всего съемочного дня. Да, довольно интересно. Audi явно решила пойти с этой моделью до конца. Еще больше габариты, еще роскошнее интерьер и полная ставка на двигатели внутреннего сгорания. Электрического аналога у Q9 нет. У Volkswagen Group есть электрический Porsche Cayenne и, соответственно, крупная электрическая платформа. Но Audi не использовала ее для этой модели. При этом ближайшим электрическим родственником Porsche Macan в линейке Audi остается Q6 e-tron. Сам Q9 полностью ориентирован на DVS. На примере самого обычного Q9 мы также рассмотрим альтернативные варианты двигателей. Прежде чем перейти к интерьеру, пройдем еще одну быструю проверку звука. Когда я запускаю двигатель, частью впечатления становятся и электрические двери. Лично меня они иногда раздражают, потому что срабатывают не всегда достаточно быстро. Я бы предпочел открыть дверь обычным способом, а затем закрыть одним уверенным движением, и все. Традиционный тест звукозакрывания двери провести все еще можно. Но приходится одновременно преодолевать сопротивление электромотора и доводчика. Поэтому сегодня нормального фирменного теста не получится. И мне трудно с этим смириться. По крайней мере, Q9 сохранил обычные физические наружные ручки. А теперь пора послушать V8. Напишите, что вы думаете о его звучании. Рык отчетливо слышен, но в основном позади автомобиля. Спереди даже с опущенными стеклами я почти ничего не слышал. У Ли позиция для прослушивания была лучше. Это подводит нас к шумоизоляции. Ламинированные акустические стекла входят в стандартное оснащение Q9 не только спереди, но и сзади. Сначала отъезжает электрическая шторка, а затем опускается огромное боковое стекло. Какое окно, только посмотрите. Кажется, оно тянется бесконечно и наконец заканчивается. Задние стекла тоже ламинированные. И весь акустический пакет на Q9 входит в базовое оснащение. На более компактном Q7 это опция. В салоне почти все поверхности имеют качественную отделку. Здесь используется углепластик с открытой структурой. Также доступны алюминий и дерево. Есть тканевая вставка и аудиосистема Bang & Olufsen с 22 динамиками, которая звучит великолепно. Дверной подлокотник тоже мягкий. Audi вернул обычный орган управления стеклоподъемниками и зеркалами. И это хорошее решение. Но один недочет остался. Внутренняя часть электрической двери не получила тканевой отделки. Руль в стиле S также устанавливается с пакетом S-Line. Audi вернула нормальные барабанчики прокрутки, включая отдельный регулятор громкости. Остальные клавиши сенсорные, но хотя бы имеют подсветку и некоторую тактильную обратную связь. Яркость приборной панели все еще стоит увеличить. А у дисплеев необычно широкие рамки. Это один из моментов, который Audi следует исправить до начала производства. Теперь перейдем к сиденьям. Я пристегнул ремень, потому что иначе программное обеспечение прототипа включает предупреждение. На секунду отстегнусь и посмотрю, что произойдет. Сигнал почти прекращается, хотя и не полностью. Поэтому я отойду в сторону, пока Лея снимает кресло. Здесь установлено опциональное кресло Sport Seat Plus. Обычное спортивное сиденье входит в стандартное оснащение, а версия Plus отличается интегрированным подголовником. При заказе опциональной аудиосистемы в подголовнике также могут быть встроены динамики.
Сам подголовник немного регулируется. Кресло удобно и обеспечивает очень вертикальную посадку. При моем росте 1,89 м пространства все равно предостаточно. Особенно мне нравится мягкая отделка потолка и солнцезащитных козырьков микрофиброй. Козырек также выдвигается в сторону, что полезно в дальних поездках и особенно актуально для клиентов из Северной Америки. У Q9 выраженный североамериканский акцент. Audi рассчитывает продавать в США и Канаде больше Q9, чем Q7, тогда как в Европе, вероятно, соотношение будет обратным. Рулевая колонка регулируется электроприводом по высоте и вылету. Как и в Q3 и Q7, управление указателями поворота и дворниками выполнено в новом компактном формате за рулем. Дворники находятся с одной стороны, поворотники с другой. Визуальное решение выглядит аккуратно. Возможно, даже слишком короткий для уверенного использования во время движения. За рулем Q3 я заметил, что на круговом движении его бывает трудно найти на ощупь. Хочется заранее включить поворотник, чтобы другим водителям не приходилось ждать. Но иногда попадаешь по рычажку, а иногда промахиваешься. Для меня это противоречит принципу «форма следует за функцией». На месте все понятно, но стабильно находить рычажок во время движения сложнее. Дверь водителя может закрываться автоматически, когда вы пристегиваете ремень. Я показал это в обзоре Q7. Другой вариант – нажать на педаль тормоза. Также есть доводчики. Руль перфорирован по бокам для более надежного хвата. Качество материалов очень хорошее. С обеих сторон мягкая отделка, а в дополнительных зонах используется ткань. Далее эффектная панорамная крыша. Ее главная особенность – цифровое затемнение, которое позволяет отдельно активировать или отключать разные сегменты стекла. Не уверен, что смогу назвать все возможные сценарии. Можно затемнить всю крышу, чтобы уменьшить блики, а затем снова сделать ее прозрачной. Эта настройка не влияет на количество тепла, поступающего в салон, а обычной тканевой шторки здесь нет. В Audi утверждает, что встроенного в стекло фильтра достаточно. Но насколько хорошо он работает на практике, еще предстоит проверить. Можно выбирать и промежуточные рисунки, а не только полностью затемнять или полностью осветлять крышу. Выглядит впечатляюще, хотя практическая польза отдельных сегментов не сразу очевидна. Сама крыша огромная, самая большая в истории Audi, а встроенная контурная подсветка смотрится эффектно. Крышу по-прежнему можно открыть, хотя при этом подсветка гаснет. Проем действительно гигантский. Думаю, Q9 по праву занимает место рядом с GLS и X7. По моим ощущениям, BMW X7 и Audi Q9 также предлагают немного более высокое воспринимаемое качество сборки, чем Mercedes GLS. Американские конкуренты нередко еще крупнее и просторнее, но их подвески обычно не настолько технологичны, как у немецких моделей. Немецкие варианты, разумеется, стоят дороже. А я пока ставлю ремень пристегнутым, чтобы прототип снова не начал пищать. Передняя панель качественно отделана, и жесткого черного пластика здесь совсем немного, в основном на внутренних секциях дверей и в некоторых зонах вокруг декоративных вставок. Audi постаралась сократить количество глянцевого рояльного лака, хотя немного его осталось вокруг дисплея. У самих экранов довольно широкие рамки. И рамки, и дизайн интерфейса уже подвергались критике, потому что программное обеспечение все еще выглядит как бета-версия. Сейчас Audi продает дополнительный тем оформления примерно за 10-40 евро. Мы критиковали это уже много раз. И я продолжу, пока ситуация не изменится. В автомобиле такой стоимости покупатель должен бесплатно получать несколько привлекательных тем. Audi может продавать сотни дополнительных вариантов, но хотя бы 10 хороших должны входить в комплект. Либо сделать одну стандартную тему настолько красивой, чтобы никому не хотелось ее менять. Текущая выглядит слишком примитивно. И это остается одним из главных недостатков.
Бардачок не особенно большой. Ну и маленьким его не назовешь. Открывается он плавно. Спереди есть разъемы USB-C, а также площадка беспроводной зарядки с охлаждающим кольцом и магнитной фиксацией в стиле MagSafe. В Audi говорят, что она должна работать и с совместимыми смартфонами на Android. Характеристики USB-C необычно подробные. Спереди доступно 60 Вт, в разъемах кресел второго ряда 45 Вт, на центральной консоли 100 Вт, а на третьем ряду 45 Вт. Запомнить эти значения непросто, поскольку мощность зависит от расположения разъема. Возможно, вы помните, что на Q7 даже повышенная мощность зарядки предлагалась как опция. В Q9 более мощные разъемы входят в стандартное оснащение, что логичнее и соответствует более высокому положению модели в линейке. Тоже относится к ламинированным стеклам. Здесь они стандартные, а не опциональные. В передней части салона действительно уютно. Кресло Sport Seat Plus имеют интегрированные подголовники, хотя регулируются они лишь немного вверх и вниз. В сиденье встроена контурная подсветка, а опциональная система Bang & Olufsen добавляет динамики в подголовниках. Также можно заказать эффект 4D звука, при котором кресло вибрирует в такт музыки. Выглядит впечатляюще, хотя не уверен, что хотел бы пользоваться этим постоянно. Функция массажа убеждает больше и предлагает множество индивидуальных настроек. Я выставил на кресле Ли максимальную интенсивность, и эффект действительно сильный. Обычно Ли с осторожностью относится к массажным креслам, но это ей понравилось. После нескольких студийных съемок за один день самая интенсивная программа именно то, что нужно. Снимать столько автомобилей за день невероятно утомительно. После долгого рабочего дня такой массаж действительно может пригодиться. Особенно вместе с великолепной системой Bang & Olufsen. На мой взгляд, обе опции стоят своих денег. Одобрение Ли кое-что значит. С места водителя я рад возвращению физических барабанчиков, особенно регулятора громкости. Можно также переключаться между несколькими вариантами приборной панели. Вот оформление с тахометром, я снова запущу двигатель, чтобы вы могли рассмотреть его как следует. Хорошо, что доступен такой традиционный вид, потому что альтернативные варианты кажутся слишком искусственными. Здесь также есть большой проекционный дисплей и основной экран мультимедийной системы. И снова, дизайн интерфейса выглядит довольно пресно. Управление температурой расположено ближе, чем в некоторых последних моделях Audi, но до нижней части экрана все равно трудно дотянуться. Кнопки подогрева и вентиляции сидений также могут частично перекрываться рулем. Пользоваться этими функциями во время движения неоправданно сложно. Честно говоря, новый интерфейс Audi плохо подходит для работы на ходу. Чтобы настроить климат или сиденье, приходится слишком сильно отвлекаться от дороги и смотреть в нижнюю часть экрана. Физические клавиши по-прежнему были бы быстрее и безопаснее. В меню автомобиля есть Audi Drive Select и визуализация настроек подвески. Можно поднимать и опускать пневмоподвеску, а также выбирать режимы Dynamic, Comfort, Off-Road и другие. Колеса на изображении выглядят интересно, хотя это не те диски, которые установлены на автомобиле. Кроме того, программа показывает обычный Q9, а не SQ9. Полагаю, правильную визуализацию SQ9 добавить до начала поставок клиентских машин. Обычная решетка, показанная здесь, как раз будет на втором автомобиле. Через центральный экран можно также по отдельности открывать электрические двери. Несколько слов о материалах сидений. В этом автомобиле повсюду используется натуральная кожа животного происхождения. Для центральных секций доступна микрофибродинамика, но полностью свободного от материалов животного происхождения интерьера Q9 Audi не предлагает. Это отражает более широкую проблему почти всей линейки марки. Сейчас лишь одна или две модели Audi имеют полноценную альтернативу без таких материалов, поэтому бренд отстает от других производителей. И дело не в отсутствии технологий. Современные как кожа, ткани и микрофибра могут не уступать натуральной коже или превосходить ее по долговечности.
мягкости и другим практическим качествам. Эти технологии давно созрели, и покупателям не пришлось бы жертвовать комфортом или качеством. Для меня эта тема особенно важна, потому что животные были частью моей жизни столько, сколько я себя помню. И я вырос рядом с ними и смог пройти вместе с несколькими животными весь их жизненный путь. И я благодарен за этот опыт. Но каждая утрата осталась со мной и до сих пор влияет на мое отношение к материалам животного происхождения. Мне посчастливилось быть рядом с ними от начала до конца, и потеря каждого до сих пор разбивает мне сердце. Именно поэтому эта тема так много для меня значит. Животные очень важны для меня, и эта забота, естественно, распространяется не только на тех, кого я знал лично. Современному автомобильному интерьеру больше не нужны материалы животного происхождения, когда уже существуют равноценные альтернативы. Речь не о том, чтобы предлагать покупателям худшую замену. Качественная синтетическая обивка и текстиль могут прекрасно ощущаться, хорошо противостоять износу и обеспечивать все функции, которые ждешь от современного премиального кресла. Теперь переходим ко второму автомобилю. Это не SQ9 и не S-Line, потому что у S-Line сохранилась бы сотовая решетка. Перед нами обычный Q9 в комплектации Advanced, то есть в более базовом исполнении. Даже так он выглядит внушительно благодаря вертикальной подсвеченной решетке и крупным светящимся кольцам Audi. Подсвеченные кольца снова предназначены только для Северной Америки и не будут доступны в европейской версии. При приглушенном свете в студии анимированные указатели поворота заметны гораздо лучше. Сигнал пробегает по световой подписи, а подсвеченная решетка придает обычному Q9 почти такую же внушительность, как и SQ9. Особенно в этой спецификации эффект все равно выглядит впечатляюще. Автомобиль окрашен в темно-синий цвет, который смотрится элегантно. Хотя обычно мне больше нравятся более яркие оттенки синего, где цвет заметней. Здесь установлены 22-дюймовые колеса, а линейка начинается с 20 дюймов. Темная краска подчеркивает очень вертикальный кузов и массивные рейлинги. Сзади видно еще одно важное отличие от Q7. Погрузочная кромка расположена ниже, а багажник просторней. На корме есть подсвеченные кольца и опциональные изогнутые фонари OLED. Подсветка приближения также реагирует, когда вы подходите к автомобилю. Чтобы датчик стабильно работал в студии, нам с Ли приходилось подходить к корме вместе. Илья шутит, что вдвоем мы считаемся одним автомобилем, и вероятно это самый надежный способ активировать систему. Фонари здесь сильно загнуты на боковины. И еще раз, OLED предлагается как опция. Поскольку это обычный Q9, а не SQ9, линейка двигателя здесь другая и V8 нет. Североамериканский автомобиль оснащен 2,9-литровым бензиновым V6 с двумя турбинами и мощностью 430 лошадиных сил. В Европе и Китае будет доступен 3-литровый бензиновый V6 с одной турбиной и мощностью 367 лошадиных сил. У него меньше мощности и один турбокомпрессор вместо двух. Европа также получит 3-литровый 6-цилиндровый дизель мощностью 250 или 300 лошадиных сил. Ожидается, что в Германии стандартным станет 300-сильный вариант. Запланирован и подключаемый гибрид на базе 3-литрового V6. Он будет особенно актуален на рынках, где налоговая система благоприятствует гибридам. Различия в экологичных нормах объясняют, почему Северная Америка получает 2,9-литровый Twin Turbo, а Европа и Китай 3-литровый V6 с одной турбиной. Все версии оснащаются полным приводом с акцентом на заднюю ось. У этого салона другая спецификация. Особенно мне нравится матовое и светлое дерево. Доступны и другие варианты шпона с открытой структурой. Контурная подсветка проходит через перфорацию в декоративных панелях. Такое же светлое дерево используется на руле и центральной консоли. Сиденья здесь обтянуты более темно-коричневой кожей. Мы снова пристегнули ремень пассажирского кресла, чтобы прототип не пищал. Без ремня предупреждения пассажирского сиденья опять мешало бы записи. Поэтому наш воображаемый пассажир останется пристегнутым до конца осмотра салона. Для меня светлое дерево на центральной консоли – главная деталь этого интерьера. Во втором ряду снова установлены капитанские кресла, хотя доступен и 7-местный диван. Капитанские кресла выглядят роскошней, но их нельзя сложить в полностью ровный пол.
Для человека, которого часто возят на дальние расстояния, шестиместная версия, вероятно, будет привлекательней. Семье, которая регулярно перевозит крупные вещи, рациональнее выбрать семиместный диван. Цифровая приборная панель предлагает несколько вариантов оформления, включая карту и цифровые шкалы в аналоговом стиле. Можно менять компоновку и увеличивать или уменьшать масштаб встроенной навигационной карты. Это работает только со штатной навигацией автомобиля. Большой проекционный дисплей настолько четкий, что видно даже на камеру. Экран мультимедийной системы использует тоже главное меню и тоже визуальный стиль бета-версии. Apple CarPlay и Android Auto, разумеется, поддерживаются. Теперь переходим ко второму, а затем к третьему ряду. Задние двери здесь огромные. Без бинокля почти невозможно понять, где они заканчиваются. Электрическая солнцезащитная шторка – полезная премиальная функция, и она закрывает все окно. Здесь снова используется углепластик с открытой структурой, а сквозь него проходит контурная подсветка. В целом качество сборки великолепное, если не считать отсутствие ткани на внутренних панелях дверей. Q9 предлагается в шестиместном и семиместном исполнениях. В этой шестиместной версии установлены два отдельных капитанских кресла. Оба имеют крепление Isofix, индивидуальный подлокотник и обеспечивают очень высокий комфорт. Главное преимущество в том, что каждое капитанское кресло – это фактически переднее сиденье, установленное во втором ряду. Подушка, спинка и подлокотник ощущаются ближе к полноценному переднему креслу, чем к обычному заднему дивану. Вы не просто сидите на узкой отдельной секции, вырезанной из общего дивана. Поэтому вокруг плеч и рук больше свободы, а расслабиться можно естественней. В некоторых отношениях здесь даже роскошнее, чем в представительском седане, потому что посадка более вертикальная. Дома вы вряд ли выбрали бы диван, который поднимает колени так же высоко, как типичное сиденье седана. Если смотреть объективно, вертикальная посадка в кроссовере – более логичная форма роскоши. Колени остаются ниже, корпус прямее, а плечам свободнее. Поэтому такая посадка может ощущаться естественнее, чем низкое полулежачее положение в длиннобазном представительском седане. Над головой все равно много места, а огромная панорамная крыша со второго ряда впечатляет еще сильнее. Это помогает понять, почему подобные автомобили популярны на рынках, где люди регулярно преодолевают большие расстояния. Но у капитанских кресел есть один важный недостаток – они не складываются в ровный пол. В семиместной версии весь второй ряд с дивана можно сложить для перевозки длинных предметов. Поэтому приходится выбирать, что важнее – максимальный комфорт пассажиров или максимальная гибкость багажника. На центральной консоли расположены подсвеченные подстаканники и отдельная панель климат-контроля. Audi использует по сути тот же задний блок климата уже около 10 лет, но он по-прежнему работает вполне хорошо. Отдельный орган управления позволяет пассажирам сзади самостоятельно настраивать температуру и интенсивность обдува. Интерфейс скорее знакомый, чем новый. Подогрев задних сидений входит в оснащение, а вентиляция пока доступна только спереди. На боковинах капитанских кресел есть электрические регулировки. Нижние клавиши двигают кресло вперед и назад и меняют угол наклона. Дополнительные кнопки управляют функцией Easy Entry. При нажатии кресло целиком сдвигается вперед, теоретически даже с небольшим детским креслом, которое остается закрепленным. Сначала сиденье едет вперед, освобождая проход. Движение достаточно медленное и контролируемое, а идея состоит в том, что при доступе к третьему ряду небольшой детской креслом, так открывается проход на третий ряд. На этом прототипе все еще установлена временная багажная шторка, и ее снятие требует неожиданно много усилий. Поэтому процесс стоит показать подробно. Демонстрация получается сложнее, потому что временный блок шторки занимает пространство за креслами. Прежде чем нормально показать третий ряд, его нужно снять и убрать. Я также сдвину вперед второе кресло, затем подниму сиденье третьего ряда и проверю, сможет ли высокий взрослый разместиться за моим водительским положением. Напомню, колесная база Q9 на 14 см длиннее, чем Q7. В Q7 третий ряд воспринимался скорее как место для детей. Ожидается, что семиместная версия предложит примерно от 700 до 850 литров багажного объема, в зависимости от положения сидений. Точное значение зависит от того, подняты ли задние кресла, насколько далеко сдвинут второй ряд и какая конфигурация салона выбрана. Поэтому характеристики серийных машин могут отличаться. У шестиместной версии объем немного меньше из-за капитанских кресел. Электрическая багажная шторка поднимается вместе двери багажника, облегчает доступ, а при закрывании снова опускается и скрывает вещи. Посмотрите, какой длинный здесь багажник. Чтобы снять шторку, приходится тянуться далеко внутрь.
А теперь становится интересно, потому что снятую шторку нужно еще куда-то убрать. Сначала я поднимаю эту секцию, поворачиваю фиксаторы и начинаю разбирать механизм. Здесь несколько небольших защелок и складных элементов. Каждый нужно перемещать в правильном порядке. И весь процесс намного менее интуитивен, чем открытие обычного подпольного отсека. Наконец-то я немного освоился. Вот так. После третьей или четвертой попытки за сегодня все действительно получилось. К этому моменту я уже несколько раз повторил процедуру для съемки. Поэтому сейчас она выглядит почти плавной. Теперь Томаса можно заказывать, справится меньше, чем за час. Вот и все. Бесплатный демонтаж багажной шторки от меня. Хотя перед следующей попыткой, возможно, все равно придется потренироваться. Затем элементы складываются и исчезают в отсеке. Если все сложить правильно, весь блок шторки помещается под полом багажника. Компоновка продуманная, хотя добраться до результата сложнее, чем ожидаешь. Здесь снова проявляется главный недостаток капитанских кресел. Не думаю, что они рассчитаны на движение в таком частично сложном положении. Но сначала я подниму сиденье третьего ряда. Именно здесь разница между Q9 и Q7 заметна сильнее всего. Если немного сдвинуть капитанское кресло вперед, я помещаюсь сам за собой. Мой рост 1,89 м, так что это серьезная проверка. Кресло второго ряда не может оставаться в самом заднем положении, но пространства все равно хватает обоим рядам. В Q7 колени приходилось поднимать из-за отсутствия дополнительных 14 см. Здесь удлиненная колесная база создает действительно пригодный для взрослых третий ряд с полноценным диваном. Разница заметна не только на бумаге. Пассажиры третьего ряда получают подогрев сидений, разъемы USB-C, подстаканники и дефлекторы. В шестиместной версии между капитанскими креслами также можно пройти по центру, поэтому Q9 предлагает несколько вариантов организации салона. Крепление Isofix есть и на третьем ряду, так что детские кресла можно устанавливать и там. Вместе с подогревом, дефлекторами и зарядными портами Isofix показывают, что Audi воспринимает третий ряд как полноценную часть салона, а не как временные складные места. Остается вопрос, насколько практичен багажник при такой компоновке. Пора взять рулетку. По сравнению с Q7 тянуться приходится глубже вниз, потому что погрузочный пол расположен ниже, а отделка под ним тоньше. Это создает дополнительное полезное пространство. При поднятом третьем ряду оставшаяся длина багажника составляет 60 см. Именно столько места остается для багажа, когда заняты все три ряда. Объем не огромный, но для небольших сумок и повседневных вещей его достаточно. Нажатие кнопки багажного режима электрически складывает третий ряд. После этого длина погрузочной площадки увеличивается до 1 метра 20 см. Высота багажника составляет около 79 см, почти 80 см. Капитанские кресла снова показывают свой недостаток. Они наклоняются вперед, но не создают полностью ровный пол. В 7-местной версии второй ряд с диваном складывался бы вровень. Тем не менее, 2-метровая складная линейка помещается и в 6-местную версию, причем запас еще остается. Нужно быть предельно осторожным, чтобы не поцарапать центральную консоль. Особенно потому, что автомобиль мне не принадлежит. 2 метра входит без проблем, а с помощью Ли мы получаем практически максимум, примерно 2,20 метра. Сюда можно положить коробку. Мебель Икеа в плоской упаковке, включая типичную коробку от шкафа, должна поместиться. 6-местной версии все же менее удобна для крупного багажа, чем 7-местная. Длинную плоскую коробку можно провести между отдельными креслами и над ними, но неровный пол и неподвижные элементы сидения делают процесс менее удобным, чем в варианте с диваном. Какую конфигурацию выбрали бы вы, 6 или 7S? Автомобиль получился очень интересным. Можно даже устроиться в капитанском кресле второго ряда и читать свои истории о пиратах. Когда Лия впервые увидела SQ9 в студии, ее реакция была мгновенной, потому что обычно ей нравятся автомобили со спортивной внешностью. Ее выбор сразу понятен. Темная отделка, черные колеса и более агрессивный облик SQ9. Я обычно предпочитаю открытый металл, светлые диски и более спокойную классическую спецификацию. Лия выбрала бы черные колеса, а я обычно взял бы светлые. Вероятно, многие покупатели сталкиваются с таким же спором и вынуждены искать компромисс. Теперь предварительно о ценах. Ожидается, что обычный Q9 будет стоить примерно от $100 000 или евро, в зависимости от рынка.
SQ9 с опциями легко приблизится к отметке в 150 тысяч. Думаю, добраться до этой суммы будет совсем несложно. В детстве я любил играть с такими складными линейками. Возможно, вы тоже. Было интересно складывать из них разные фигуры, например, треугольники. Секции отлично подходили для импровизированных конструкций, но также легко защемляли палец, если отвлечься. Похоже, вся эта детская практика готовила меня к тому, чтобы зарабатывать измерением автомобильных багажников перед камерой. Жизненная цель достигнута. Что вы думаете об Audi Q9 и особенно SQ9? Какую версию выбрали бы вы? И как он выглядит на фоне BMW X7 и Mercedes GLS? У каждого из них свои сильные стороны. А если нужно освежить впечатление, дальше можно посмотреть наши обзоры обоих конкурентов.